Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео будет подробный мастер-класс по пошиву домашних тапочек. Шьются они несложно, и я покажу все очень подробно. Долго тянуть не буду, приступаем. Выкройка состоит из двух деталей: деталь стопы или стелька и вот такая союзка. У меня выкройка уже с припусками. Я не делаю сантиметровые припуски, у меня здесь ровно 0,5 сантиметров. И также, если вы хотите летние тапочки, то просто берете эту деталь вот тут, отрезаете. То есть одна выкройка может быть как для закрытых тапочек, так и для открытых. Союзки я буду выкраивать из заранее подготовленного полотна, вот так оно выглядит. Оно из остатков и обрезков от шитья. Кто не видел мое предыдущее видео, я подробно показывала мастер-класс по этому полотну. Для тех, кто пропустил, ссылка будет в описании под этим видео. Ну а я приступаю к крою. Рисовать буду по изнанке, так как по лицу ручки просто не видно. По поводу выкройки, именно эту выкройку я перерисовывала с готовых покупных тапочек, которые перешивала. У меня есть это видео на канале. Кому интересно, что было не так с теми покупными тапочками, зачем я их перешивала, ссылку я оставлю в описании. Вы также можете сделать выкройку из своих тапочек, своего размера, либо найти бесплатную выкройку в интернете. Так и забивайте: бесплатная выкройка тапочек. Распечатывайте, и будет все отлично. Теперь, когда я перерисовала, иду к машинке и вот тут по линии делаю строчку. Готово. Это нужно в том случае, когда у вас либо стеганое полотно, либо вот такое, как у меня. Далее нужно вырезать, и вырезаю я буквально 1-2 мм, отступая от строчки. Делаю я это максимально аккуратно. Конечно же, тапочки можно сшить из абсолютно любых материалов и также взять абсолютно любое полотно. У меня, кстати, много видео разных вариантов и из джинсовой ткани в том числе. Кто впервые на канале, приглашаю посмотреть. Ну а тем временем я приступаю к подошве или стельке. В общем, шить буду их из мебельной ткани. Я вот ставила в тапочки, которые перешивала, также мебельную ткань, и вот уже сколько времени прошло, она не протерлась, и в общем я не довольна. Я замеряю, чтобы мне этого кусочка хватило, потому что это у меня вот прям обрезки от производства. И вот такой утеплитель я подготовила. У меня Slimtex 150 грамм на квадратный метр. Но также можно использовать абсолютно любой другой утеплитель, который у вас есть. В предыдущей тапочке я ставила ватин. Ну а в этот раз буду делать на Slimtex. Вот, смотрите, можно прошить просто квадратиками. Я тоже, в принципе, буду делать квадратиками, но я буду их делать под углом 45 градусов. И сейчас покажу, как это сделать в случае, если вы хотите повторить именно как у меня. Линеечка, вот у меня отметка 45 градусов, совмещаю уголочек и совмещаю вот эту сторону. И провожу одну линию. Мне нужна всего лишь одна линия. Дальше я покажу, как уже непосредственно возле машинки делаю следующие линии. Все. Вот. Кстати, ткань эта не тянется ни в одну, ни во вторую сторону. То есть она стабильная. Далее я скалываю основную ткань с утеплителем. Это нужно для того, чтобы ничего не смещалось, потому что при любой стежке утеплитель может смещаться, потому что есть толщина. Поэтому не пренебрегайте, не столько времени вы потратите на то, чтобы сколоть, зато все будет ровно. Итак, мы возле машинки. Сначала первую строчку вот по намеченной линии я просто прошиваю. В начале и в конце обязательно делаю закрепку, чтобы строчка не распускалась. А далее я не делаю больше никаких разметок. Я использую вот такую линеечку. Она у меня не самая широкая. Есть линейки, которые шире, но вы учитываете ширину линейки. Плюс еще
вот припуск на лапку. У меня припуск на лапку 0,5. Есть металлические линейки, которые в разы шире вот той, которой делаю сейчас я. Вот так я совмещаю линеечку с предыдущей строчкой и просто вот таким образом прошиваю, делаю вторую строчку. И все последующие также. Смотрите, не забываем убирать все булавочки, которые у нас находятся на пути лапки. Все, смотрите, вторая готова. Также прикладываю вот так к строчке и вот так прошиваю. Этот способ намного быстрее, нежели каждый раз, либо же даже сразу делать разметку и по ней делать строчку. Кстати, этот же метод с линейкой я использовала тогда, когда делала полотно. Вот когда я краила, там было видно, насколько много там строчек, и все их я делала с помощью этой линейки. В общем, кто еще не пробовал, обязательно попробуйте, и больше вы не захотите делать никаких разметок. Итак, все строчки в одну сторону у меня готовы, и теперь мне нужно сделать в обратную сторону. Смотрите, первую я делала вот так, ну я вам показывала, да, совмещала, и в эту сторону. А теперь нужно сделать точно такую же 45 градусов, но уже в обратную сторону. Вот, например, да. Но у меня здесь сторона линеечки короткая, поэтому я беру вот по длинной стороне. Сейчас, чтобы было удобно. Вот, совмещаю опять уголочек, опять линию 45 градусов и делаю разметку. Вот так, всего лишь одну. Далее иду к машинке, делаю все строчки, то, как я уже вам показала. Готово. Вот так это выглядит с изнанки, и вот такое лицо. Сейчас беру выкройку. Мне нужно нарисовать с одной и со второй стороны. Не забываем в зеркальном отображении. Я нарисовала, и смотрите, это у меня выкройка сына тапочек. Это 36 размер, а мне нужно сделать 37, но по глубине мне все подходит. Мне буквально нужно 1 сантиметр добавить к пяточке. Я буду использовать вот такую линейку, очень удобную для разметки припусков. И добавлять буду ровно 1 сантиметр. Этого будет достаточно. Вот, с одной и со второй стороны. Теперь также по линии я иду и делаю строчку. Опять же, для того, чтобы строчки стежки не распустились. Готово. И теперь, отступая 1-2 миллиметра, я вырезаю. Вот так аккуратненько, чтобы не задеть и не прорезать эту строчку. Итак, у меня готовы 4 детали. Теперь нужно сделать такие же детали, но из ткани. И также я еще буду добавлять вот сюда утеплитель. Но все покажу поэтапно. Смотрите, вот тапочек, то есть нам нужна вот сюда и сюда еще ткань. Я буду использовать вот такую. У меня это остатки от не знаю чего. Я ее проверила, ткань, она не натуральная, похожа на шторную, достаточно плотная и очень-очень приятная. Так как у меня полосочки и мне их явно не хватает на союзки, то есть вот тут мне достаточно, а на эту деталь не хватает. Но я все-таки очень хочу использовать именно эту ткань, поэтому смотрите, вот либо по половинке, либо вот так. Смотрите, тут еще кромка, которую нужно срезать, и можно обойтись вот таким способом, то есть вот тут сделать шов и добавить, либо же вот так по половинке, но тогда в этом месте будет утолщение, я не хочу, поэтому буду добавлять просто вверху. Ну вот вы увидите, когда я сделаю. Вот тут будет этот шов, то есть он будет глубоко, его не будет видно, и меня это будет устраивать. Сейчас выкраиваю.
Готово. Вот, смотрите, этот шов еще сделала 2 отстрочки, чтобы закрепить припуски, потому что ткань действительно плотная. И если не сделать отстрочки, то припуски будут, ну, не очень красиво выглядеть. Теперь я накладываю лицом к лицу вот эти детали и делаю строчку на ширину лапки. Вот тут. Также поступаю и с этими деталями. Беру ножнички, делаю надсечки аккуратно, не доходя до строчки, для того, чтобы проще вывернуть и ничего у нас там не загнулось. Далее выворачиваем вот так, совмещаем вот тут, держим, идем обязательно к утюгу, утюжим и делаем отстрочку вот тут. Вот тут. И также закрепим эти 2 детали и вот здесь также сделаем строчку по самому краю. И также я сразу совмещу вот эти детали между собой. Это у меня из ткани. Нужно просто сделать строчку не на ширину лапки, а по краю. Но, как я говорила, я еще сделаю дополнительный утеплитель. Это также Slimtex, но 100 грамм на квадратный метр, то есть, ну, немного тоньше. Вот так его вкладываю и делаю строчку, просто для того, чтобы закрепить. Так делаю с одной и со второй деталью. Вот что у меня получилось с одной и со второй стороны. Не игнорируйте вот сшивание этих деталей, потому что это удобно, и в дальнейшем при сшивании уже всех тапочек ничего смещаться не будет, все будет ровненько и красиво. Далее мне нужно сколоть вот эти детали. Я использую вот такие прищепки для шитья. Если у вас их нет, можно заменить обычными канцелярскими зажимами, ну либо воспользоваться портновскими булавками. Далее идем к машинке и пришиваем на ширину лапки. Готово. Вот так это выглядит. Далее я беру сантиметровую ленту и просто замеряю, какой длины мне нужно подготовить ленту. У меня это 67 сантиметров. Вырезаю. Я вырезала из той же ткани, мне хватило. Но я взяла с запасом. Также я заутюжила начало буквально 1 сантиметр. И по ширине моя лента 4,5 сантиметра. Этого достаточно для окантовки. Далее я прикладываю лицом к лицу и также скалываю. Смотрите, так как есть скругление, лучше всего брать ткань либо эластичную, либо кроить по косой. Тогда на скруглениях окантовка будет укладываться намного легче, проще и в какой-то степени красивее. Но у меня выхода нет. У меня вот такая ткань, которая мне безумно нравится, поэтому я буду использовать ее. И я кроила не по косой. Лишнее я срезаю. А вы видите, да, что начало и конец внахлёст. Вот. Теперь выворачиваю вот так на лицо. И мне остается совсем немного. Вот тут выравниваю, чтобы все было красиво и хорошо. Ткань достаточно плотная, поэтому я буду пришивать обтачку ручным потайным стежком, но можно и на машинке, если у вас ткань более тонкая, потому что здесь уже очень большая толщина. Подворачиваю так, чтобы перекрыть шов, опять же скалываю и пришиваю потайным швом. Тапочки мои готовы, вот так они выглядят. Результатом очень довольна. На момент озвучки этого видео я уже в них ходила, я переживала, что ткань не натуральная и может быть какие-то запахи неприятные, но нет, все отлично, поэтому я очень довольна. Кстати, есть способ шитья тапочек без обтачки. Если вам интересно, вы не знаете, как это сделать, хотите, чтобы я сняла подобное видео, напишите об этом в комментарии и обязательно поставьте лайк этому видео.
Лайки помогают видео продвигаться в рекомендации, и его могут увидеть как можно большее количество людей. А на этом видео подходит к концу. Вы уже знаете, что сделать: поставить лайк, написать комментарий, а также подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.